Привет, друзья! В этом небольшом видеоролике я расскажу вам, как устроен обычный стандартный электретный микрофон, который применялся и применяется до сих пор. Если разобрать вот такую штучку, баночку или же детальку, то внутри вы увидите некоторое содержимое. Но давайте для начала я покажу внутреннюю плату микрофона. На внутренней плате микрофона есть небольшая бороздка и небольшая микросхема. На самом деле это полевой транзистор. Вот он лежит у меня вот здесь. Имеет несколько выводов, в зависимости от того, какой конструкции микрофон вы разобрали. Полевой транзистор своим затвором очень хорошо чувствует статику или же электрическое напряжение. Поэтому этот транзистор подключен непосредственно выводом к вот такой вот небольшой металлической пластинке, которая хорошо проводит заряды и имеет небольшие отверстия, чтобы воздух, а точнее звук, легко в них проходил. Под этой пластинкой прячется кольцо с вот такой вот мембраной. Нечто вроде барабана. Но эта мембрана не простая, эта мембрана на самом деле полупрозрачная. И она иногда выглядит как фольга, иногда просто как кусочек пленки. Вот там ее хорошо видно, она мягкая. Сейчас я вот так вот нажму, вот она полупрозрачная. И она технологическим способом оснащена, как бы это сказать, имеет свой заряд электрический. То есть заряд, который вы можете получить на воздушном шарике, когда натираете его собственными волосами, или же шапкой, или же шерстяным шарфом. Так вот, заряд шарика постепенно уходит, а заряд с вот этой электретной пленочки, как же ее перевернуть-то? Он не уходит, он остается постоянным. И если эта пленочка колеблется над вот этой пластиночкой, которая подсоединена к затвору, то заряд от этой пленки на эту пластинку начинает воздействовать. Соответственно, воздействует на затвор транзистора. А так как полевой транзистор как раз и реагирует на электрическое поле вот этого электростатического заряда, то он начинает изменять свою проводимость. И микрофон изменяет проводимость в такт звуку. Небольшие звуковые колебания, попадая сюда, заставляют колебаться электретную пленку. Электрет – это и есть пленка с постоянным зарядом. Такую вы, наверное, встречали, если когда-нибудь распаковывали ноутбуки. Она не клеится на экран ноутбука, а благодаря электростатическому заряду, который содержится прямо в самой пленке, она на экран прилипает. В некоторых телефонах тоже есть такой эффект. Так вот, вот эта прозрачная пленка, наконец-то я ее перевернул, это и есть электрет, именно поэтому микрофон и называется электретным. В общем, суть проста. Электрический заряд воздействует на пластинку, пластинка передает заряд затвору, затвор заставляет транзистор изменить сопротивление, микрофон чувствует звук. Вот такое простое устройство электретного микрофона, с которым я вас и познакомил. С вами был Дима с Дальнего Востока, с города Владивостока. На этом все. Можете даже подписаться на мой канал.